друзья, давненько у нас на канале не было контента про Fortnite, давненько вы просили Джемсайда, Джамала, вот он наконец-то здесь, и мы готовы дать вам новую информацию. Смотри, последний раз, когда контент с вами появлялся на нашем канале, это было в Нью-Йорке на чемпионате мира по Fortnite, мы там все были. Можешь немножечко рассказать, что с тех пор произошло с вашим составом, где сейчас игроки, которые играли на тот момент в клубе и ушли чуть ранее до этого, ну, как у них сейчас дела? Ну, World Cup у нас был, получается, летом, правильно? Он был летом. На тот момент у нас в составе был Хурма и Five Skill еще. Вот. Ну, у них закончился контракт, то есть и они, в общем, ну, скажем так, пошли своей дорогой, пошли заниматься другими делами. Там Мага учится, там Хурма что еще делает, стримит, Twitch TV Хурма, безусловно, все дела. Вот. Также недавно контракт закончился с Артуром. Вот. Сейчас Артур тоже уже стримит, играет в Call of Duty новую игру, там Warzone вышла, Battle Royale. А ты завидуешь Вот. сейчас? Я? Ну так, немножко, может быть. Да нет, чего. Я по-прежнему здесь, у нас добавился еще один игрок, он может быть где-то здесь, но может и нет, может его еще скоро увидеть. Вот, Сибирия, ник. Вот, и я. А ты остался, получается, из неизменен. всех старичков, потому что только тебя к Урганту водили, Да, получается? только меня водили к Урганту и по блату оставили, да, попросили. Медийку уже прокачали уже? Да. Ну, собственно, сразу хотела у тебя спросить про Урганта, потому что мы не узнавали твоих впечатлений от этой съемки. Как все проходило? Как тебе Ваня вообще? Да ничего, ну, Ваня, ну, в моем случае Иван, потому что разница у нас, ну, нормальная, 2,5, в 2,5 раза, да, век. Ну, не знаю, очень приятный человек. Такое ощущение, что я общаюсь не со взрослым мужиком, с 40 с лишним летним, а с, ну, как будто человеку лет 28, там, 29. Ну, такой, не знаю, молодой, манера общения мне нравится тоже такая агрессивная, типа, он постоянно тебя давит, типа, немножко, чтобы ты не расслаблялся. Ну, Ну, навеселе, классно, да, классно. Слушай, Веселый. ну как он вообще? Хоть чуть-чуть он понял, что такое Fortnite? Да, что, скоро на кэшкапы, там, Fortnite World Cup, все Код ворвется автора? жестко. Код автора Иван Ургант, все дела. Ваня Пуч. Ваня Пуч? Да, Урагант, Ваня Урагант. Ураган. Пуч Урагант. Хорошо, как-то изменилась твоя, не знаю, жизнь, количество подписчиков, ажиотаж вокруг тебя после того, как это вышло на Первом канале? Да честно, нет, мне кажется. Ну, один раз я играл в Counter-Strike Source. И, ну, в общем, типа, мы сидим, играем, я играл микс, и меня берут в команду, и мне, типа, чувак пишет в чате, Джемсайд, типа. Я такой, что? Он мне пишет, типа, это ты, типа, был у Урганта? Я отправляю скобочки, говорю, да. Он говорит, красава, вот, все. Типа, единственный, наверное, ну, и родственники, типа, говорят, о, круто, типа, ты был на Первом канале. То есть родители зауважали, что типа Да, нифига себе твои игрушки. Сказали, вот, интернет, это вообще лажа, вот, в телек попал, ты молодец, говорят. Я говорю, спасибо, чё. Достойно. Спасибо большое. Достойно. Да. Хорошо, вернемся к событиям чемпионата мира, потому что это все-таки был самый яркий, наверное, такой лан в целом, один из немногих ланов в вашей игровой карьере. А когда вы заняли 33 место, причем я помню, своими глазами видела, как это было, ну, неожиданно и не так, как мы хотели. Вот как только закончился чемпионат, вы уже вернулись в Москву, в которой не так много помоек на центральных улицах города. Что ты думал, о чем ты, может быть, там сожалел, что бы ты хотел изменить? Как ты вообще себя чувствовал? Ну что, ну, так себе я себя чувствовал. Че, ну, неделю был, ну, в тильте, типа, потом уже, понятное дело, не буду же я тильтовать все время из-за этого. Через неделю стало полегче уже. Ну, вообще, на самом деле, мы туда приехали, не ожидали, что, типа, так все получится. Че, мы приезжаем на турнир, мы тренируемся все время, в итоге приезжаем вообще на другие условия, вообще кардинально, которые отличаются, типа, там, что-то ты не можешь делать, потому что игра лагает, где-то там, может, мы были не готовы, типа, не ожидали, что там игроки... Ну, это, типа, Fortnite такая очень ситуативная игра, как и вообще, в принципе, любой Battle Royale, поэтому к чему-то на 100% готовым быть вообще, в принципе, физически вообще нереально. Ну, только если ты не инопланетянин, у тебя там мозг не супер жесткий, ты не можешь все предугадать. Я до сих пор не уверена, что не инопланетянин. Да? Ну окей, я по своим воспоминаниям могу выделить несколько пунктов, например, которые объективно вам мешали хорошо. Ну, конечно, плохому танцору всегда что-то мешает, но тем не менее были какие-то условия, которые, ну, реально были неблагоприятные. Я, кстати, плохо танцую. Зато ты плохо играешь, хорошо. Да. Ну, короче, первый пункт – это то, что вы не могли, насколько я помню, тренироваться вот прям full time. То есть, как таковых практисов у вас не было из-за того, что было очень много игроков, да, ну, потому что это Fortnite, да, там куча игроков. И расскажи, пожалуйста, как выглядела вот эта вот запись по каким-то там талонам вообще, как это было?
Сейчас я попробую вспомнить. Ну, Нью-Йорк, гостиница. Нью-Йорк, гостиница. По-моему, мы могли играть какой-то... Ну, у нас была практис-рума, там стояла в районе 100 компов, может, чуть больше, может, чуть меньше, я честно не помню. И мы там могли играть только какое-то отведенное время и типа по записям. Там по 3 или по 5 часов, я честно не могу вспомнить. Вот, и мы прилетели, у нас, по-моему, была неделя до начала, или даже чуть меньше, и у нас вот было, ну, такое достаточно, ну, не самое большое количество дней поиграть, а у других игроков, которые приехали пораньше, они там могли уже себе снять комп-клуб какой-то и так далее, чтобы, типа, ночью играть. Мы ночью, типа, играть не могли. Еще была проблема перед какими-то режимами, типа в соло, например, или там еще в каком-то моде, типа они забирали практис на игроков, которые типа играют этот мод, и мы типа не могли практиковаться. То есть надо было ехать в комп-клуб, как-то заранее все это обговаривать, чтобы у тебя было место типа где играть. Это одна из таких проблем, да, была. Вторая проблема, которую я помню, это то, что вы не могли играть на своих девайсах. Более того, вы не могли, я насколько помню, даже купить типа новый девайс, если что-то с тем, который выдали, случилось. Да. Как это было? Вот тоже подробнее расскажи. Мы до начала турнира должны были прислать как-то человек-координатор, наверное, турнира, который следит за девайсами, за игроками и так далее. Мы должны ему прислать список устройств, на которых мы играем. И там у нескольких человек, в том числе у меня, у Артура, была проблема, что девайсы были, ну, в общем, не совсем те, которые мы указали. Я указывал мышь Logitech, мне кажется, беспроводную. В итоге мне сказали, что мне, типа, дадут только с проводом, что я так и указал, все дела. Вот, ну, я с этим ничего не мог сделать. У Артура была проблема... Мне кажется, он играл на мыши Logitech G Pro Wireless, и ему там тоже, мне кажется, какую-то не такую мышь. В общем, далее тоже была какая-то такая проблема. Я, честно, не помню, поменяли ли ему мышь в итоге или нет, но вот схожая ситуация очень у многих игроков была, то есть не только у нас, там человек 5-10, это точно были. Ну, то есть это аффектило же в любом случае. Ну да, в любом случае, да. Плюс у американских игроков была фора, что они живут в этом регионе, да, там могут спокойно, без джетлагов там я бы... адаптироваться. Ну, у меня не было джетлага, не было мне кажется, нет. Я просто как мясо Спал по КД просто постоянно. Да, что делать, играть нельзя. Окей. То самое положение в турнирной таблице, которое произошло в Нью-Йорке у нас, оно для тебя стало каким-то, не знаю, поворотным моментом? Может быть, у тебя появились мысли сменить дисциплину, вообще бросить отдохнуть какое-то время, что-то пересмотреть в подходе вообще там к командному процессу, тренировочному процессу? Ну нет, ну, вообще, когда я сыграл World Cup, я понял, что, ну, типа, турнирная игра, она отличается от игр в онлайне у нас. Тем, что у нас, ну, напихивается очень много обсерверов, и сервер лагает, поэтому ты должен как-то свою игру под это, типа, подстраивать. Поэтому, ну, я понял, что играть нужно вообще кардинально по-другому, нужно, типа, больше отталкиваться не от того, типа, как ты нажимаешь, там, ну, кнопки и так далее, а от макроигры больше, то есть головой. Да, головой, типа, думать, как, типа, кого-то убить и так далее. То есть просто, типа, пойти кнопки понажимать не получится на турнирной игре. Как вы и планировали, потому что вы же начинали с агрессивной игры, а те, кто в основном гасился в начале, насколько я помню, они как раз доходили больше до конца. Ну, вообще, а те, кто начинали со скиллов... Да, так и надо играть. Не, мы на World Cup у нас немножко не так было. Мы там погибали в начале очень часто. Один раз мы там дожили, повезло нам. Я такая, типа, все. Я помню еще с бразильцами, там что-то очень жесткое было. У меня в голове этот флешбэк, как с Вьетнама просто. Там зоны 3, мне кажется, мы дрались. Короче, ужасно еще вспоминаю. Ну хорошо, что сейчас? Какая сейчас картина по турнирам от эпиков? Какие вообще у них планы? Потому что что-то тишина. По-моему, они провели 2 каких-то еще турнира в онлайне, и все. Картина «Квадрат Малевича», знаешь такую квартиру? Пустота? Да, пустота такая. Ну, что, у них, я не знаю, у них, видимо, маркетинг такой или что-то в этом роде, анонсит турниры за 1 неделю до их начала, чтобы ты такой, не знаю, сидишь где-то на отдыхе, ничего нет, и такой, тебе говорят, все, чувак, турнир играешь через неделю. Я вот сейчас не смог полететь, потому что все, границы перезакрывали, турниры анонснули, а я никуда уже не полечу. И у тебя пинг, соответственно... Везде коронавирус, у меня пинг 60, я сижу, маринуюсь, как огурчик. А если бы мог полететь, то где бы ты играл? Во Франкфурте. Хороший пинг. Да, хороший. Окей, перейдем к новому этапу. У тебя, собственно, то, что ты был один, у тебя появился напарник Димка. Да. Как сейчас вы будете вообще работать, жить с условием того, что карантин, все закрыто и трындец? Ну как? Ну, мы не напарники, мы кланмейты, мы не дуо, да, просто. Вот, ну что, как будем жить? Будем жить в России. И играть в Fortnite. с этим пингом. Да, ну а в что СНГ. делать? Ну, больше нет вариантов пока что у нас. Будем ждать, пока стабилизируется ситуация, все дела, чтобы все выжили. То есть сейчас это будет такая СНГ-теплица, где будут все проигроки друг с другом тусоваться, заперти. Да. Карантин даже в Fortnite, понимаешь? Карантин везде, вообще везде. У вас там маски не выдают еще в игре? В игре? Ну, мне кажется, скоро появятся скины с масками. Или да. эмоции какие-то, маску надеваешься.
Тем не менее, ты на сегодняшний момент, вне конкуренции, один из самых ярких игроков Fortnite в СНГ. Мне кажется, вполне очевидно было, что по твоему возвращению с чемпионата мира явно могли поступать предложения от других клубов к тебе. Не было такого? Ко мне ничего не поступает. Все мои предложения, все идет к моему менеджеру Бати Рэмпэджу. И он говорит... И он говорит, либо не говорит, он решает все. Говорит, вот вы в сердечке, все. Да. Это наш мальчик. Да. Окей. Призовой все равно так или иначе был. Вы так или иначе денежек немножко залутали. Да, чуть-чуть. У любого молодого игрока твоего возраста есть какие-то там мечты, типа там хочу тачку, хочу суперкрутой комплекс, ну еще что-то. У тебя были какие-то финансовые планы? Или, может быть, как-то ты там, не знаю, на что-то ты прям особенное потратил? Да нет, я с призовых вообще никакие деньги не трачу. Я трачу деньги только заработной платы, все. Ну, на что я потратился? На кроссовки, вот конечно кроссовки же, да. вот эти, но это, мне кажется, еще до чемпионата Так мира мы было. вместе, по-моему, в Нью-Йорке их покупали, ходили, нет? Нет. Это дымоход, сколько стоит шмот у меня. Вот это одна из покупок. Что компьютер я купил еще, потому что, нужен был компьютер, потому что игра очень требовательная. Чтобы не лагало хотя бы, купил компьютер, ну и все, из таких покупок прям жестких ничего вроде нет. Не кажется ли тебе, что после вот этого World Cup, после того, как начали прям невероятно хайпить, да, вот эту дисциплину Fortnite, на СНГ, по крайней мере, рынке, случилось такое пресыщение этой дисциплиной и вообще жанром, наверное, Battle Royale, потому что там еще и PUBG, как бы, вот это вот все. У тебя нет такого ощущения? Потому что там, мне кажется, онлайн немножечко просел у ребят, которые в Fortnite играли всегда. Ну да, конечно. Ну, в принципе, интерес к игре упал, это очевидно. Игра не может, на таком большом хайпе существовать долгое время. Это нереально. Такого еще никогда не было и навряд ли будет. Не знаю, я бы не сказал, что подупал интерес. Мне кажется, что он стал чуть больше, но и, в принципе, людей узнаваемых у нас в СНГ тоже стало больше, и поэтому онлайн как-то между ними распределяется. А, в принципе, в СНГ Fortnite никто не смотрит, потому что в СНГ смотрят только то, где, типа, жестко выигрывают. Больше никому ничего не... Будем жестко выигрывать, будут смотреть в СНГ. Ну, а вот смотри, например, мне с позиции Доты проще рассуждать и сравнивать. Дота тоже не самая молодая дисциплина, не самая живая, да, периодами, но там всегда есть стабильная компетитив-сцена, да, где есть шоу, прямо турниры и так далее, онлайн-турниры. Может быть, этого не хватает для того, чтобы были стабильные, как бы, просмотры? Я тоже считаю, я не знаю, может быть, у людей, которые работают, типа, следят за игрой, у них, типа, другое видение игры, может, не думают, что ее нужно казуалить, чтобы играли обычные люди. Мне кажется, что игра сейчас держится вообще исключительно на компетитив составляющей. Мне кажется, что это вообще единственный смысл, который, для чего люди вообще в нее играют, чтобы что-то пробиться, типа, показать себя. Мне кажется, что им, реально нужно анонсить турниры, как Dota, CS делает заранее, чтобы люди могли делать какой-то график, подготавливаться ко всему, куда-то ездить, снимать буткемпы заранее. Что сейчас это, неудобно, да и людям вообще непонятно, типа, что будет дальше. Скорее всего, сейчас с коронавирусом все стабилизируется, как мы уже все тут ждем. Сейчас уже я, мне кажется, с горя в Fortnite начну играть. Но мы тут на карантине вот в этой студии, в помещении. Да. Хочу поговорить про новую такую, одну из дисциплин, которая появилась совсем недавно, про колду. Вот это ответвление, оно тоже как бы Battle Royale. Ты подумывал поиграть, может быть, попробовать? Поиграть нет, мне, честно, лень просто лень. Но если там будет много денег и компетитив, я пойду туда 100%, потому что Call of Duty — это лучшая игра вообще в мире. Почему? Не знаю, я в Call of Duty всю жизнь играл. Сначала нет, как было. Сначала я поиграл в Quake, и потом лет в 7 я играл в Call of Duty. Modern Warfare 1, потом во 2, и до сих пор играю в Modern Warfare 2, уже 10 лет, 11. Я не знаю, просто с детства в эту игру играю, моя любимая игра. Я думаю, пересесть с Modern Warfare 2 на Warzone можно будет, если там будет компетитив жесткий. Я думаю, я справлюсь с этой задачей. То есть в целом ты готов, если что, сменить дисциплину? Да, шанс 0,5% где-то, что такое произойдет. Окей. Тем не менее, я знаю, что ты с нашими же дотерами нет-нет, да поигрывал и в КСик, и в дотанчик. И в КСик, и в дотанчик. И как результаты у вас там были? С каким счетом вы сыграли? Да я не помню так. В КСик немножко мы поиграли, нормально. Раскатали дотеры? Нет, один раз нас раскатали тоже. Там была замена одна. С кем играл? Рома играл, Resolution, и Рамзес играл еще. В сердце ваш дотер, конечно, все еще остается. Поиграли в КСик немножко. В кастомку какую-то поиграли, я вообще не понимал, что происходит, просто кнопки наугад нажимал. Конечно, да. Короче, вы между собой Да, общаетесь, да. 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 Люблю это.
Мы с тобой поговорили и про турнирную составляющую, которую там эпики где-то не доделывают, не доглядывают и сильно сейчас проседают. Но по твоим предположениям, с учетом всей там пандемии, с тем, что отменяются турниры и так далее, можно ли надеяться на то, что еще раз хотя бы будет World Cup какой-то, как-то они поменяют что-то в своих взглядах и подходе? Конечно, конечно. У Epic Games, ну, они заработали очень много денег. О, Реально очень много денег. То есть все зависит вообще от желания людей, которые работают в этой компании, куда они вообще хотят двигаться. Но учитывая, что сейчас анонсят турниры практически каждый сезон, то есть вот у нас сейчас даже ФНКС есть в ДОСе, там коронавирус, они все равно сделали анонс, там достаточно много денег дают за первое место, я, конечно же, не помню, сколько точно, но, ну, нормально так, я бы не сказал, что мало. Вообще, ну, много, реально много. Ну, так что, мне кажется, вообще довольно стабильно. Мне кажется, что вот сейчас с коронавирусом ситуация стабилизируется более-менее, они начнут уже что-то анонсить. Может, даже пораньше, после вот этого до ФНКС, учитывая, что это самый маленький сезон, самый короткий. После него, может, еще другой мод будет, типа, может повыситься призовые, не знаю. И типа анонсов нет. Опять, да, такой да, же? но надо ждать, только можем ждать. Ну, молимся. Молимся. Хорошо, еще немножечко хочу поговорить с тобой про Диму. Почему вы обратили на него внимание, почему он попал в эту команду, и чем он лучше, чем ребята, которые покинули состав? Ну, просто вот по твоим ощущениям, как тебе кажется? Не знаю, лучший игрок в мире просто. Вне конкуренции, опять же. Вне конкуренции. Все, кто Virtus.pro, вне конкуренции. Волшебное прикосновение Джамала. Да. Оп, ты вне конкуренции. Да. Хорошо. Давно фанаты просили тебя на канал, давно все ждали интервью с тобой, контент с тобой. Тебе есть что сказать людям? Меня вот эта камера снимает. Да, вот это. А не это? Обе. Все all eyes on you. Я есть тебе что сказать людям, которые очень тебя любят, очень тебя поддерживают, и прям вот ты в их сердечке? Да, конечно, есть. Ну что, парни, спасибо, не только парни, наверное, скорее всего, только парни. Спасибо, что любите меня и поддерживаете. Я вас тоже люблю и поддерживаю руками, вообще всем, чем есть, ногами, там могу головой поддержать вас вообще. Спасибо, что вы есть вообще на этом свете, ходите на этой земле, и спасибо вообще за то, что вас родили ваши родители. Любите, цените родителей и близких. Всем спасибо. Спасибо, Мария. Спасибо, друзья, спасибо, Джамал. Продезинфицированное рукопожатие безопасное сейчас произошло, да. Я стерильно все? Антисептиком. Хорошо. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Virtus.pro, пишите в комментариях, как вы скучали по Джамалу, конечно же, и какой еще контент вам хотелось бы увидеть с этим прекрасным человеком.